Всем добрый вечер. Пятницу. Работы нету, коэффициент не горит. Будем катать без коэффициента. Дали первый заказ. Как первый? Сегодня третий уже. Я днем сегодня 2 заявочки сделал. Коротыша. Сейчас тоже дали коротыш. 81 рубль целый заказ. Очуметь. Взял, короче, я безлимит на 3 дня по Везету, по лидеру по нашему, по Челябинскому. 400 рублей, там сколько он стоит. Вот. Как бы попробуем его в выходные покатать. Не знаю, что получится, но будем его катать. Выполнил по Везету один заказ, 250 рублей. Сейчас будем ждать что-то новенькое. Короче, повезет, вообще мало заказов. Ну, еще дали, конечно, я сейчас в Вишневой горке сижу. Включил Яндекс, еще безлимит в Яндексе действует. Дали поселок Западный, просторная 7. Сейчас посмотрим, куда поедем. Вы звоните? Да. Ой. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. Помните о безопасности. Не забудьте пристегнуться. Километров 120, там 4 рубля, это капец вообще, 6 километров, блядь. Лидер дал миник целый. Хоть уехать с этой дыры. Вы, да? Да что ж не? Да. Долго ждали, надеюсь. Да, 2 минуты платно у вас. Так, вот 250. Там у нас еще 220 еще, да? Да. Ладно, спасибо. Хорошего вам вечера. Ну, точнее, ночи. Даю. Ну вот решил я сегодня лидер катать, будем катать лидер. Не сегодня, завтра, послезавтра и послезавтра будем лидер катать. Ну в понедельник, может, с утра посмотрим, может, если будет хороший ценник по Яше включим. У меня промокод есть на 3 часа. Может, промокод включим, посмотрим еще. Дали заявку со свободы на Свердловский проспект 14. 160 рублей, нормально. Сейчас доедем. Алло. Здрасте, а там отмените заказ, клиент сказал, что не выйдет, ключи не может найти от дома.
Вот так вот. Хуйня. Просто 15 минут времени потерял, больше даже. Твари. Дали заявку с парка Пушкина, опять Белый хутор. Мне как будто там медом намазано, что ли. Ну ладно, 430 рублей пускай. Хоть что-то сработал щеголяк. Вот опять я в Белом хуторе. Не знаю, почему мне так везет на него. Вот, ну как-то везет. Висит заявка, не знаю, там через лес можно проехать, нет? Как бы ценник тоже, блин, не знаю, что делать. Сейчас пойду посмотрю. Можно там проехать или нельзя проехать. Если можно проехать, в принципе, пофигу там. По сути, дорога реально нормальная. Реально нормальная дорога. Вот. Ну как нормальная? Потрясет чуть-чуть, ну это фигня. Если потрясет. А так как, блин, будем надеяться на лучшее, как говорится. Она еще вроде висит. Нет, тут отвратительная дорога, я не поеду, пошли они нафиг. Просто трэш какой-то, все перекопано. Нафиг. Будем ждать что-нибудь другое. Наверное, застрять можно. Давай жить. Поедем. На самомоечку машину мыть сами будем. В последнее время что-то самому так нравится. Так, ну сверху как бы, это понятно, что на мойку заезжать. А сверху просто 150 рублей и все. Максимум 150. В сотку можно даже вложиться. И аккуратно, вальяжно. Кстати, это... Что у тебя? Шнурок надо, да? Что-то, да. И давай это, поосторожней. Я вот такой же, как и ты, наверное. Понял? Переживающий за все. Я сегодня, короче, здесь сутки отработал. Не надо, я говорю, бля, начальство будет звонить. Я больше сюда не приду. На Чечерина работаю, вот у меня на Чечерина все нравится. А вообще надо работу другую искать. Мне вот нравится на работу, ну, в такси. Нет. И мне не нравится. Как бы нравится, но с последними... Ну, сейчас сюда. Я знаю. Как бы, ну, все, но не то. Ты знаешь, я начинал как... Да, пиздец, с чего начинал, буду рассказывать. Старшим кладовщиком, потом пошел, короче, зам генерального директора. Там раз, прикурил, короче. Лоб разбился, короче, в аварии. И такой, опа, нихуя себе. Вот пошел потом на мойку. А на мойке, знаешь, все директора. А я нихуя охуевших не люблю. Тоже надо пропускать. Согласен? А это мусора, блин. Скоро надо пропускать. Что-то мне тоже сегодня это... Я был вчера бошку разбил сам себе. Мне сегодня жена, ты хорош, давай это домой. И, короче, перепутала жена. Я говорю, нет, давай.
все хорошо. Че у тебя, братан, вот, честно, есть? Что ты заработал по жизни сам себе? В смысле? Ну, вот тебе что есть у тебя? Квартира, машина. Все. Что еще надо? Мне ничего не надо. Нет, я говорю, что Я еще у тебя надо в спрашиваю. жизни? Я тебе говорю, квартира, машина. Сколько я тебе должен? Сколько дашь? Че ты заколебал? Что? Ты же таксист, знаешь же цены. У меня одни по 50 рублей, короче. Давай, братан, 100 рублей. Нормально? Чтобы у меня там было. На что выпить, короче. Да, короче, у меня жена сегодня выгнала. У меня вот, знаешь, нет ничего. У меня машина так себе. Гараж есть. А квартиры-то нет. Вот этим всем пользуется. Самое главное, знаешь, что у меня есть? Есть дочь. Ну, это да. Дочери сегодня позвонил, что кого там, мы там поехали. И сегодня то, что я бухал, я на работе был. Пап, давай я, короче, погуляю, что кого. Я говорю, ну ладно. Короче, сегодня папа. Друг, Давай. я тебе, может тебе, давай я там побольше заплачу. Как хочешь. Давай на 100 рублей больше. А то это, знаешь, я такой же, как ты, как абсолютно. Взял в аэропорт на Кирова. С Кирова 7 до этого. До аэропорта. Правда на 5 часов, ну ладно, там посплю сейчас чуть-чуть, мне поспать надо, чуть-чуть надо. Вот, посплю и поеду дальше. Довез я клиентов, ну дали хорошо, 400 рублей с аэропорта, не ждал нифига, часами, как обычно бывает. Чик, сразу в одну калитку заехал и выехал, правда в пробке постоял в аэропорту, ну ничего страшного. Вот время у нас уже 5 часов 47 минут, уже 6 часов утра. Вот сейчас будем думать, или в аэропорт опять что-нибудь, если дадут, поедем, или домой ехать спать. Дали заявочку опять в аэропорте, кучку. Тоже что-то там, 440 в аэропорт. Сейчас, наверное, в аэропорт приедем и спать ляжем, потому что мне, наверное, ничего туда уже не дадут. Все, приехал я в аэропорт, короче. 500 рублей дали, там ожидание, плюс заезд еще, короче, мелочь. Вот, 500 рублей. Все, довез я людей до Виктории. Поехал домой спать. Время 8 утра. Работал 12 часов, что-то там заработал, ну, больше 3000 рублей. 3 с копейками, 300-400, вот так вот. Посмотрим, почитаем, потом скажу вам. Все, давай, всем пока.